Приветствую! Сегодня быстренько просмотрим несколько криптовалют, и в конце видеоролика я покажу самый главный график, который вам сейчас стоит знать. Как обычно, начнем с биткоина. По прогнозу мы должны были зайти в расчетную зону и направиться на коррекцию. Это все еще в силе. Мы находимся сейчас в тройке третьей волны, и с большей вероятностью мы скоро направимся в эту зону. Затем уже направимся вниз на более глубокую коррекцию. Но, думаю, ее быстро выкупит. Вот такой у меня сейчас прогноз. Дальше пойдем наверх. Не будем долго останавливаться на биткоине. С ним и так все ясно. По эфириуму такая же ситуация. Есть дивергенция. Забросили по прогнозу наверх. Сейчас дорисуем последний импульс и направимся на более сложную коррекцию. Возможно, конечно, мы не пробьем вот эту линию. Пока прогноз такой. Так, еще что стоит посмотреть? Да, наверное, больше ничего. Потому что все криптовалюты, вот, например, Ripple тот же самый. Ну, Ripple здесь отдельная история, здесь с судами у них проблема. Вроде он и идет наверх, а вроде и не хочет, объемов нет. Но дивергенцию мы сломали. Сил у него особо нет, но на ожиданиях хороших новостей о решении суда с SEC он может хорошо вырасти. Что еще? Давайте Dash глянем. Вот сейчас на примере Dash мы планировали сходить вниз. Но так как объемы начали расти, индикатор начал расти, это превращается в третью волну. У нас идет растяжение в третьей волне. Если глянуть поближе, здесь уже вырисовываются дивергенции, что нам говорит о предстоящей коррекции. Думаю, также дадим вниз, дадим вверх и вниз. Остальные криптовалюты сегодня рассматривать не буду, а покажу вам лучше вот такой график, который вам стоит сейчас знать. Это классическая схема движения рынка, любого импульса. В 2017 году я такое застал лично, прочувствовал на себе все эти стадии. Сейчас прям отчетливо видно то же самое на новой стадии роста. Давайте откроем биткоин и посмотрим, где же эти стадии. Если открыть дневку, вот эта волна, это вот эта волна. Начало взлета, ловушка для медведей, распродажа. И здесь как раз таки и заходят, и играют больше институциональные инвесторы, как здесь написано. Все люди боятся. Здесь уже их всех напугали, что любой рост заканчивается обвалом. Здесь мы начали расти. Кто смелый, начал заходить, и их снова отправили вниз. Напугали, так сказать, окончательно. И когда все уже разуверились в рост, давайте посмотрим график, мы переходим в стадию мании. То есть мы преодолели вот этот пик, пошли дальше. Примерно вот в этом районе, где мы подбирались уже к пику предыдущему, мало кто верил, но пробили. И у людей начинается новая стадия. Вот еще один график, где это можно смотреть эмоции людей. Здесь появляется у людей надежда на восстановление. Все начинают верить, что вполне возможно и правда мы пошли наверх. Мы пробили вот здесь, предыдущий пик в 20 тысяч, получили стадию надежды и резко направились наверх, что никто и опомниться не успел. Дошли до 40 тысяч, просто сделали x2. И по моему мнению, мы сейчас находимся на стадии оптимизма. Сейчас люди с оптимизмом смотрят на график и ждут каких-то подтверждений, пойдет ли рынок наверх. Если смотреть на этот график, то здесь мы видим на этой стадии внимание СМИ. Что у нас здесь? Появляется куча новостей. Ну, во-первых, это Илон Маск, который в СМИ начал просто бомбить своим твиттером. Сейчас все просто говорят о том, как Илон Маск пампит доги-коины, инвестирует в биткоины, что Apple скоро инвестирует в биткоины, что MasterCard запускает там сотрудничество, что внедряет себе стейблкоины. Линдси Лохан в Твиттере пишет «Bitcoin to the moon». Snoop Dogg. В общем, началось огромное, просто пристальное внимание СМИ. Привлекают внимание. То есть смотрите, где мы находимся. Рост еще впереди. Оптимизм у людей есть. И когда мы полетим резко наверх, когда люди своими небольшими вложениями начнут что-то зарабатывать, у них появится такое ощущение, что это легкие деньги. У них появится вера в то, что можно, что это никогда не остановится, что можно здесь просто заработать. Они выведут первую прибыль, получат здесь какие-нибудь откаты, увидят, что они обратно отторговываются,
где-нибудь прочитают, что надо скупать откаты и усредняться, будут так делать, и в итоге они будут просто вот на этой стадии возбуждения. Они будут думать, я куплю еще, я добавлю еще, займу, возьму кредит, это же так просто. Здесь уже этап мании, как вы видите. У людей начинается алчность, жадность, они просто потеряют голову. И когда у них будет уже эйфория, они будут думать, какого же цвета себе Ламборджини выбрать, куда же они поедут после того, как границы у нас откроются, вложат туда последние деньги, их просто встретит очередное резкое большое падение. 2017 год. Вот он, этап мании, вот оно падение первое, которое отросло, большое, вот здесь отросло все уже уверовали. Потом резкое снова падение, здесь большие тени, все откупают, думают, сейчас мы пойдем выше, я же уже прошарил, я же уже классный трейдер, я все сейчас откуплю, все дно откуплю и пойдем наверх. И пошло наверх, все довольны, прям как здесь, да, нарисовано, потому что это классика, на любом графике, это классика, самодовольство, и появляются мысли, это всего лишь передышка перед следующим ралли. Все просто сидят и ждут, когда же пойдет дальше. А мы полетели дальше вниз. Прям как в 2018 уже году. Здесь снова все усредняются, большие тени снизу, откупают. Все думают, ну ладно, займу еще, откуплюсь, зато потом прибыль будет больше. Трейдеры думают, здесь вот 3 волны прошло, коррекция, все классно. Вот он заходной, сейчас пойдем выше. На заходном тут у нас объемы какие-то, все классно, сейчас пойдем выше. Но мы идем вниз. И тогда уже по нарастающей идет отрицание, что я вложился в серьезный проект, цена еще поднимется. Конечно, все дальше верят. Потом уже паника, все продают, надо выставлять на продажу, капитуляция, я выхожу, 100%, я не могу, все, это скам, это прошло, время биткоина, пузырь сдулся, вот оно. Вот здесь еще все что-то откупали, а вот здесь уже все начали продавать, здесь уже 3000, здесь уже по всем пабликам, по всем новостям кричали, что все, биткоин закончился, все смеялись, всех якобы обманули, и мы пойдем на 1000, и вот там уже сможете закупиться, если вы реально верите. Вот на 1000, там на 100 баксов, кто на что писал. Все предрекают падение. А именно здесь мы и начинаем новый поход. Это был декабрь 2018. Никто и не думал, что мы пошли наверх. Были ожидания. Я вот здесь помню это время. Я думал, классный заходной. Можно взять движение. Ну, естественно, то, что здесь я покупал, я уже давно продал. Здесь у людей депрессия, я потерял все, неверие, это ралли провалится, как и все остальные, и это неверие переходит вот сюда. Вот, видите, рост начался. Это ралли провалится, как и все остальные. Вот здесь опять заходной, и никто уже не верит. Объемов нет, никто не берет, летит цена. Этот рост закончится точно так же. И это главный график. И почему сейчас, если смотреть на альткоины, то они просто ломают все дивергенции, летят наверх. А потому что мы уже вот здесь. Мы в этапе мании. Люди заходят на биржи, заносят деньги, пытаются разобраться, как и что здесь. Покупают, получают прибыль, там, не знаю, покупают себе пиццу какую-нибудь, кто-то телефон, может быть, купит. А потом заносит еще больше и катится вниз. Поэтому сейчас какая рекомендация? Рекомендация быть внимательными, не быть жадными. А рынок бычий. Рынок бычий. И сейчас будет появляться очень много хороших новостей в СМИ о том, что одни инвестировали, вторые инвестировали, третьи инвестировали, и у всех все классно, все зарабатывают. У вас будет появляться много знакомых, которые будут спрашивать, а как можно купить крипту, а что это такое, а что такое Dogecoin, что такое биткоин, Бетховен, что такое Бетховен, как в 2017 говорили. А если у вас не спрашивают, то, возможно, это вы новичок, и это вы спрашиваете. И задумайтесь, почему вы сюда пришли. Вы, наверное, увидели где-то новость о том, что какой-то рынок, какая-то криптовалюта хорошо растет. Я слышал, что вот раньше она хорошо росла, и пора бы уже тоже заняться. И, возможно, это вы новичок, которого побреют в этот раз. Будьте внимательны. Удачной торговли, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, свое мнение пишите. Счастливо!